Всем панкейк! Наверное, многие из вас слышали истории про детей Маугли, про тех самых детей, которые жили с животными и, к сожалению, не имели возможности социализироваться. И сегодня мы решили рассказать вам о 7 самых громких случаях с такими детьми, которых постигла такая отнюдь нелегкая судьба. Но для начала давайте поподробнее разберемся, кого же можно назвать Маугли, а кого нет. Термин «синдром Маугли» применяется по отношению к детям, которые были воспитаны животными. К сожалению, большинство из них не умеют говорить, они ходят на четвереньках, не владеют элементарными бытовыми навыками, будь то еда ложкой, использование одежды или гигиена. Таким детям нужна серьезная адаптация, но не все проходят ее успешно. Девочка без имени. Когда этой девочке было всего 4 года, ее похитили. Неизвестные украли ребенка из семьи, а потом просто бросили в колумбийских джунглях. Маленькой девочке сложно было выбраться из дикого леса. Ребенок какое-то время скитался в одиночестве, но вскоре прибился к стае обезьян. И именно это спасло девочку от гибели. Со временем девочка не только забыла свое имя, но и потеряла человеческие навыки. Приматы стали для нее новой семьей. Они научили ребенка передвигаться на четвереньках, лазить по деревьям, отличать съедобные коренья от опасных и собирать ягоды. Когда девочку случайно обнаружили охотники, ей было примерно 10 лет. Люди забрали ребенка с собой в цивилизацию, но, как стало известно позднее, сделали это не ради благих целей, а чтобы продать в публичный дом. Им это удалось. Правда, девочка быстро сбежала из сексуального рабства, но через какое-то время попала в другое. С улицы, где она ночевала, люди забрали ее в дом работать бесплатной прислугой. Казалось, что у этой истории просто не может быть счастливого финала, но ребенка без имени заметил мужчина, который проживал по соседству с рабовладельцами. Он долго наблюдал за девочкой, выяснял все обстоятельства ее появления в доме. Когда стало понятно, что ребенок живет там в качестве рабыни, сосед спас девочку и отправил на проживание в другой город к своей семье. Так у девочки началась новая жизнь. Ее назвали Мариной. Ей помогли адаптироваться к человеческой жизни. В подростковом возрасте Марина стала подрабатывать домработницей, а повзрослев, уехала в Великобританию. Там она живет до сих пор. Известно, что у нее есть муж и несколько детей. О своем детстве Марина написала книгу «Девочка без имени», и есть информация, что к публикации готовится продолжение, а если точнее, то об истории всей ее жизни. Мальчик-птица. Когда в 2008 году социальные работники обнаружили Ваню, ему было 8 лет. К тому моменту ребенок ни разу в жизни не покидал стен крохотной квартиры в Волгограде. Он не знал о существовании большого мира, потому что никогда не был даже на улице, а единственными его товарищами по общению были 2 длиннохвостых попугая, 1 кролик и несколько рыбок в аквариуме. Из людей он видел только маму, которая иногда заходила его проведать. Женщина никогда не применяла насилие по отношению к сыну, регулярно кормила его, но почти никогда с ним не разговаривала. Ее отношение к ребенку было точно таким же, как к домашним питомцам. Возможно, именно поэтому, взрослея, мальчик стал копировать поведение птиц и научился чирикать. Светлана когда-то сама обратилась за помощью в службу социальной защиты. Она хотела добиться снижения квартплаты, ссылаясь на бедность и нездорового ребенка. Работники социальной службы, которые проинспектировали ее квартиру, поначалу обратили внимание лишь на состояние дома. После повторных визитов социальные работники заметили, что сын Светланы отстает в развитии, а потом обнаружили, что он не говорит, а только чирикает по птичьи. Когда органы опеки забирали Ваню из квартиры, он вел себя так, словно его руки — это крылья. От волнения он широко расправлял плечи и начинал активно махать кистями, как это делают птицы. Во время судебных разбирательств мать мальчика-птицы говорила, что не видит особенностей развития у сына, но довольно быстро подписала отказ от ребенка. Все происходящее с сыном она списала на стресс, который семья пережила из-за гибели родителей матери. Сейчас Ваня очень любит ухаживать за птицами. За его состоянием все еще наблюдают специалисты. Больше о судьбе юноши ничего не известно. Ребенок сторожевого сибирского пса. Андрей родился в Алтайском крае. Его мать занималась бродяжничеством, а отец был безработным алкоголиком. Но у отца был дом, поэтому ребенка было решено оставить там. Разумеется, воспитанием и развитием Андрея никто не занимался. Мальчик никогда не контактировал с другими детьми, а единственным его другом был большой сторожевой пес. Когда Андрею было всего 7 лет, отец ушел из дома и больше не возвращался. В небольшом доме в Змеиногорском районе Алтайского края ребенок остался вместе с собакой, и какое-то время они прожили вдвоем. Сторожевой пес находился
находил мальчику еду, вылизывал его кожу и играл с ним. По словам социальных работников, когда мальчика передали в приют, он не умел разговаривать, вел себя довольно агрессивно и повторял собачьи повадки, бросался на людей, все обнюхивал, лаял, кусался, из-за этого другие дети обходили его стороной. Судьба Андрея на сегодняшний день неизвестна. В последних сводках новостей говорится, что мальчик сумел частично социализироваться, стал контактировать с детьми, научился общаться жестами и играть в мяч. И мы будем надеяться на то, что он сможет полностью социализироваться и жить полноценной, счастливой жизнью. Мальчик-курица. Суджит родился в бедной неблагополучной семье на одном из островов Фиджи. Его родителей мало интересовало воспитание и развитие ребенка, поэтому они ежедневно запирали его в курятнике вместе с домашними птицами. Там мальчик и проводил все свое свободное время, а именно спал, ел и играл. Официально неизвестно, когда это произошло, но родители мальчика скончались. Из-за этого опекуном ребенка стал дедушка, который решил вообще не выпускать Суджита из курятника. Органы опеки узнали о существовании мальчика, когда местные жители обнаружили его на дороге. Ребенку было 8 лет, он махал руками, как крыльями, и громко кудахтал. После этого мальчика отвезли в реабилитационный центр, но он еще долгое время вел себя как птица. Всегда держал пальцы согнутыми, постоянно щелкал языком, употреблял пищу только в холодном виде, без помощи рук. Да, он буквально клевал еду, сидя при этом на корточках. Медики надеялись, что со временем будет возможно привить ребенку природные качества человека, но, к сожалению, адаптация ребенка проходила медленно и почти безуспешно. Из-за агрессивного поведения он провел более 20 лет своей жизни в спецучреждении. Эта история была широко освещена в СМИ и задела миллионы неравнодушных человеческих сердец. Многие выразили желание хоть как-то помочь несчастному мальчику. Среди них была австралийская женщина-бизнесмен, взявшая опеку над ним. Она оплачивала все необходимое лечение, но медицина оказалась бессильной перед таким тяжелым случаем. Для Суджита возвращение в среду нормальных людей было закрыто навсегда. Сегодня это уже не мальчик, а 30-летний мужчина, который по-прежнему не говорит на своем языке, а вместо этого громко кудахчет, предпочитает подбирать крошки с земли, передвигается по куриному и даже иногда бросается на людей в попытке клюнуть их. Мальчик из Уганды, усыновленный мартышками. В 1988 году 4-летний Джон Сибунья убежал в джунгли после того, как стал свидетелем жуткой сцены. В ходе очередной ссоры между его родителями отец убил мать малыша. Шло время, но Джон так и не вышел из леса, и жители деревни начали считать, что мальчик погиб. В 1991 году одна из крестьянок, отправившись в джунгли за дровами, как вдруг увидела в стае верветок, это такие карликовые зеленые мартышки, странное существо, в котором не без труда узнала маленького мальчика. По ее словам, поведение мальчишки мало чем отличалось от обезьян. Он ловко передвигался на четвереньках и без труда общался со своей компанией. Женщина сообщила об увиденном жителям деревни, и они попытались поймать мальчика. Как часто бывает с воспитанными животными детьми, Джон всячески сопротивлялся, не давая взять себя в руки, но крестьянам все же удалось отбить его у обезьян. Когда воспитанника верветок отмыли и привели в порядок, один из жителей деревни узнал в нем беглеца, пропавшего без вести в 1988 году. Позже, научившись говорить, Джон рассказал, что мартышки учили его всему необходимому для жизни в джунглях, будь то лазанье по деревьям, поиск пищи. Кроме того, он даже освоил их язык. К счастью, после возвращения к людям Джон без особого труда адаптировался к жизни в их обществе, и у него обнаружились неплохие вокальные данные, благодаря которым сейчас повзрослевший угандский Маугли гастролирует с детским хором «Жемчужина Африки». К счастью, каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео, не ребенок Маугли. У всех у вас есть гаджет, с которого вы смотрите это видео, и поэтому вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а пока вы нажимаете, мы, пожалуй, продолжим. Читинская девочка, росшая среди собак, Саша Писаренко. 5 лет назад эта история оказалась на первых полосах российских и зарубежных газет. В Чите обнаружили 5-летнюю девочку Наташу, которая передвигалась по собачьи, лакала воду из миски и вместо членораздельной речи издавала только лай, что неудивительно, ведь, как потом выяснилось, девочка практически всю жизнь провела в запертой комнате в компании кошек и собак. Родители ребенка не жили вместе и излагали разные версии случившегося. Мать, нам так и хотелось при написании
написания этого сценария заключить это слово в кавычки. 25-летняя Яна Михайлова утверждала, что девочку у нее давно выкрал отец, после чего она не занималась ее воспитанием. Отец же, 27-летний Виктор Ложкин, в свою очередь заявлял, что мать не уделяла Наташе должного внимания и до того, как он забрал малышку к себе по просьбе тещи. Позже установили, что семью никак нельзя было назвать благополучной. В квартире, где помимо девочки жили ее отец, бабушка и дедушка, наблюдалась ужасающая антисанитария, не было воды, тепла и газа. Когда ее нашли, девочка вела себя как самая настоящая собака, бросалась на людей и лаяла. Забрав Наташу у родителей, сотрудники органов опеки и попечительства поместили ее в реабилитационный центр, чтобы девочка смогла приспособиться к жизни в человеческом обществе. Ее любящие папа и мама были арестованы. В общем, похоже на то, что история оказалась куда более прозаической, чем предполагалось. Наверное, многое изменилось бы, если бы Михайловы не держали дома животных, но ситуация бы просто не вызвала столь бурного ажиотажа среди журналистов, только и всего. Неразвитый и, возможно, больной ребенок — это вам не Маугли. Такие дети, к сожалению, в наши дни диковинкой не являются. Да и ребенка, выросшего в родном доме среди собак и на положении собаки, в России уже находили. Девочка-волк – это одна из самых неоднозначных историй о детях Маугли. До сих пор доподлинно неизвестно, что в ней правда, а что городская легенда. В 1845 году на окраине крупного города Сан-Филиппе в Мексике жители заметили стаю волков, которые охотились на пасущихся коз. Издалека было видно, что один из хищников сильно отличался от собратьев. Присмотревшись получше, жители заметили ребенка, который наравне с хищными животными пытался поймать добычу. Маленькая девочка умело бегала на четвереньках, рычала и скалилась. Когда люди предприняли попытку приблизиться к животным, стая разбежалась, но девочка еще несколько раз попадалась на глаза местным жителям. Через год ребенка удалось поймать. Людей удивило, что ногти девочки были сточены в когти, как у зверей, а зубы в острые клыки. Она не умела разговаривать и постоянно выла. Но помочь ребенку люди не успели. Неизвестно, как это вышло, но девочке удалось сбежать. С тех пор мексиканцы еще несколько лет случайно встречали одичавшую девочку, а потом уже девушку. Она охотилась на животных в пригороде и ела сырое мясо. Девушку, выросшую в стае хищников, прозвали Лоба, потому что так называется подвид маленького серого волка в Северной Америке. И как вы уже поняли, как сложилась судьба Лоба, неизвестно. По легенде, в последний раз девушку видели в компании двух маленьких волчат, и предположительно она возглавила стаю. Но, опять-таки, это никто не сможет подтвердить. На этом наш ролик подходит к концу. Не забывайте ставить лайк, подписываться на этот канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А также, если у вас есть какая-то интересная тема, про которую мы бы могли сделать ролик, напишите нам ее в комментарии, и, возможно, новый ролик будет именно по комментарию одного из вас. Вам мы желаем панкейкного настроения и всем до новых встреч!